Привет, народ. Давненько Версуса не было, верно? Пора бы исправить ситуацию. А давайте-ка сравним две интересные машины. EOS Paragon R и EOS Paragon R бронированный. Артем, это видео снято по твоей просьбе. На здоровье, Канада. Познакомимся с участниками видео поближе. Paragon R относится к классу спорткаров. Эта машина не спавнится в сессии, ее можно только купить. За 905 тысяч долларов GTA, при наличии касатки дела одного захода на Кайо Перика. Стоит ли оно того, будем разбираться. Paragon R бронированный тоже относится к классу спорткаров. Но тут все интереснее, потому что машина не спавнится и купить ее нельзя. Можно только получить, выполнив задание Агаты Бейкер. К тому же бронированная версия не только внезапно бронированная, она еще и вооружена встроенным оружием. О получаемых от этого машины бонусах поговорим в конце тестов. А то знаю я вас, узнаете все в самом начале и досматривать не будете. И для кого я стараюсь? Перед началом тестов должен вас предупредить. Бронированный Paragon относится к вооруженному транспорту, на гонки его брать нельзя. Поэтому установить его максимальную скорость на моих трассах не выйдет, только среднюю развиваемую. Поэтому тесты этой машины проводились не на трассах, а просто на дорогах в сессии. Дизлайк ли это? Нет, вариантов у меня не было. Прошу это учесть. Спасибо за понимание. Вот теперь начинаем. Большая, мощная и агрессивная машина. Большой капот прямо-таки кричит о большом мощном моторе. Резкие изгибы корпуса, огромные диски колес. Рядовое и гражданское купе. Я вас умоляю. Эта машина создана для скорости. И завершающий штрих – богатая отделка салона. Прошло время, когда Бентли делали медленные дорогие машины для старых пердунов, которых возил водитель. Теперь садишься за руль, включаешь зажигание и выпускаешь на волю табун спрятанных под капотом лошадей. Клубы дыма из-под колес, визг покрышек, полетели. Машины полностью идентичные, имеют одинаковый тюнинг. Поэтому не вижу особого смысла показывать каждую. Это бронированная версия. Отличие от обычного Paragon R – пулеметы, заменяющие нижние габариты и броненакладки на двери. Остальное без изменений. Тюнинг есть, как и раскраски. Есть где разгуляться. Не как в машинах из обновлений тюнера, но достойно на фоне остальных машин в игре. Основной и дополнительный цвета покраски, изменение цвета прострочки в салоне, решетки радиатора, спойлеры и раскраски, конечно же. Вам будет из чего выбрать, кастомизируя машину. Таки добрались до тестов. Сейчас посмотрим, кто быстрее. Полный привод. Вполне достойно, лишь бы на управляемости не сказалось. А вот теперь будем искать, где пёсель зарыт. И он зарыт. Ирония заключается в том, что удобнее для управления бронированный Paragon R. Возможно, дает о себе знать дополнительный вес. Машина более послушная и предсказуемая, ее проще контролировать. Обычный Paragon R ведет себя резво, но очень нервно. Есть стремительный разгон. Но мы помним, что привод полный, а скорость высокая. Машину выдавливает с траектории, она склонна к рысканиям при выходе из поворота. При повороте руля есть задержка в отклике машины. Проходить плоскую змейку сложно. Мешают как раз полный привод и быстрый разгон, приходится притормаживать. Амплитудная змейка получается только на небольших скоростях. В противном случае машина начинает яростно крутиться на месте. Мощи-то с избытком. И я сейчас говорил об обычном Paragon R. С бронированным все лучше.
Тормоза неплохие, как для столь скоростных машин. Но Paragon R все равно протаскивает при их срабатывании довольно прилично. Тормозите немного на опережение. Заезд по грунтовой дороге был сделан для проформы. Обе машины уверенно бегут вперед. Бронированный Paragon R за счет большего веса едет стабильнее. Ну и конечно же обе машины проседают по скорости. Это неизбежно. А вот теперь о бонусах для бронированного Paragon R. Я более чем уверен, что бронеплиты никак не повлияют на защиту от ракет. Однако плюс у машины есть. Это бронированные стекла. Они выдерживают 14 пуль из обычного стрелкового оружия, потом разбиваются. Напомню, что бронебойные пули из оружия Mark II они не держат. Это нормально. И на сладенькое истязание автобуса от Pegasus из встроенного оружия. На бронированной версии машины стоят два пулемета. Эффективность огня из них у вас на экране. Что с этим знанием делать, решать вам. Подведем же итоги. Итак, более динамичен обычный Paragon R. Но должен признаться, мне больше по душе бронированный. Машина чуть менее быстрая, но зато гораздо послушнее и приятнее в управлении. Но ее нельзя взять на гонки. Помните об этом. Обе машины были выиграны мной в казино. Встроенное оружие бронированного Paragon R можно выключить. Тогда прицел перед машиной не будет вас раздражать. Но не поездить в пассивном режиме, не взять машину на гонки нельзя все равно. Снять оружие в мастерской тоже нельзя. Увы нам. Получилось то, что получилось. Одним белым пятном на плейлистах канала стало меньше. А теперь, дорогие мои лентяи, перетрудитесь-ка и поставьте лайк. Для вас это всего лишь видосик меньше 7 минут по продолжительности, а я на него 4 часа жизни потратил. Это как 2 фильма под пивасик посмотреть. Вот вы смотрели эти фильмы, а я трудился. Такой вот вам неприкрытый намек. Всем спасибо за просмотр. Поставившим лайк, плюс к карме. Увидимся.